Столкновение судов ГЭС «Роман» и «Спрингбок». ГЭС «Роман» врезался носом под углом 90 градусов в левый борт грузового отсека теплохода «Спрингбок» всего в нескольких футах от надстройки. «Спрингбок» получил повреждение средней части возле помещения экипажа в грузовом отсеке. Повреждения были серьезными, и суда остались слипшимися друг с другом, заставив специалистов по спасению размышлять, как их разделить. На судне «Спрингбок» было загружено 4000 кубометров пиломатериалов для выгрузки в Южную Африку, а на ГЭС «Роман» 44 тысячи кубов газа. Получив новость о происшествии, спасательный буксир «Селвейл» был немедленно отправлен на место. Две спасательные компании Semco Salvage and Marine и Smith Salvage получили чистый чек на выполнение спасательных операций, но с условием, что они получат оплату только в случае успеха операций. Через неделю после столкновения оба суда, все еще соединившиеся, дрейфовали в районе Южно-Китайского моря. Оба экипажа не пострадали и были эвакуированы. В то время спасатели столкнулись со сложной ситуацией. Поскольку нос теплохода ГЭС «Роман» был пронзен почти до центральной линии, спасательная команда во главе со старшим капитаном Дэйвом Бёрдсом знали, что любое разделение без надлежащей стабилизации судна «Спрингбок» приведет только к катастрофе, поскольку судно вполне может опрокинуться. Проведенные позже расчеты устойчивости подтвердили, что это было бы так, если бы судно ГЭС «Роман» было вытащено. Лесные грузы из трюмов судна «Спрингбок» под номерами 2, 3 и 5 были выгружены на палубную грузовую баржу Sea Conquest. Для оказания помощи из Сингапура были мобилизованы 2 бригады грузчиков. Поскольку нижние трюмы 2 и 3 были затоплены загрязненной топливной водой, в эти трюмы были отправлены водолазы-спасатели, чтобы устранить утечки на разделяющей их переборке. 2 судам было позволено дрейфовать на юг в сторону более защищенных вод, и, наконец, они достигли места к востоку от Пулау-Бинтинг, где могли быть созданы условия для безопасного сброса и разделения суден. Операция по разделению была завершена после успешной разгрузки и установки стальных пластин на поврежденный корпус на борту «Спрингбок». Все работы проводились под чутким морским руководством. Оба суда достаточно легко разошлись, загрязнения не было, хотя и были приняты меры по борьбе с загрязнением. В течение следующих 3 дней работа была сосредоточена на временном укреплении поврежденного трюма «Спрингбок» с помощью двутавровых балок, включая установку стального ограждения поперек трюма, чтобы предотвратить попадание воды внутрь.